Итак, вот я довязал 20 ряд до конца, выполнил последние все столбики, по столбику в каждый столбик. И в первый столбик я соединяюсь соединительной петлей. Вот так. Далее приступаем к 21 ряду. В 21 ряду мы будем провязывать все практически так же, только в каждый столбик будем провязывать столбики с одними накидами. Ну, как угол провязывать, я покажу, конечно же. Первый столбик я буду вязать так. Вы можете вязать любым способом, как вам удобно. Например, 2 воздушные петли подъема, которые заменяют вам столбик. 3 воздушные петли подъема, которые заменяют вам столбик. Я буду делать вот так. Я делаю одну воздушную петлю подъема, накид на крючок. И в этот же первый столбик прям сразу вяжу свой столбик обычный с одним накидом. Все. Он немножечко будет, конечно, потолще, чем остальные столбики, потому что здесь одна воздушная петля подъема. Но меня это не пугает. Далее накид, столбик с одним накидом в следующий столбик. Накид, столбик с одним накидом в следующий столбик. И так далее. Продолжаем вязать до угла в каждый столбик по одному столбику с одним накидом. Как провязываем угол, я вернусь и покажу. Итак, вот я дошел до угла, передо мной наши 3 угловые столбика без накида. В первый из этих столбиков я также провязываю столбик с одним накидом. Далее, который у нас был второй столбик, он же средний, в него провязываю столбик с одним накидом, одна воздушная петля и еще один столбик с одним накидом сюда же. То есть 2 столбика, между ними одна воздушная петля. Все, а дальше поехали вот так вязать до конца ряда. По столбику с одним накидом в каждый столбик предыдущего ряда. И в угловой столбик вяжем 2 столбика с одним накидом, между ними одна воздушная петля. Вот так. Все таким образом вяжем ряд до конца. Вот я провязал 21 ряд до конца. В углах у меня по 2 столбика и между ними одна воздушная петля везде здесь. И в каждый столбик я вязал по одному столбику. Теперь нам нужно соединиться следующим образом. Чуть-чуть петлю вытягиваем. Вставляем крючок сзади наперед между первым и вторым столбиком. Вот наш первый столбик. Вот одна воздушная петля подъема была и столбик. Вставляем крючок сюда, надеваем нашу рабочую петлю и вытягиваем ее назад. Все, немножко подтягиваем. Все, вот так оставляем. Для чего нам это нужно? Чтобы в следующем ряду у нас смотрелось все более-менее нормально. Так, приступаем к 22 ряду. Здесь мы делаем 2 воздушные петли подъема. Это мы выполнили сейчас рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Теперь накид на крючок. Вокруг следующего столбика выполняем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. То есть вот мы здесь таким образом соединились, чтобы у нас вот эта косичка наперед ушла, чтобы уже как будто мы провязали первый столбик. Далее также продолжаем накид на крючок, вставляем крючок сзади наперед вокруг нашего следующего столбика, цепляем нить, вытаскиваем и дальше уже провязываем как обычный столбик с одним накидом. Накид вокруг следующего вставили, зацепили нить, вытянули. Накид вставили вокруг столбика, назад, зацепили нить, вытянули ее. Все, и здесь мы уже провязываем как столбик обычный с накидом. Все, таким образом продолжаем вязать до угла. Как мы будем провязывать угол, я вернусь и покажу. А здесь у нас сейчас получается вот так. Итак, вот я провязал практически до угла. У меня здесь осталось
до воздушной петли 2 столбика. Вот я с вами их провязываю. Рельефный изнаночный и последний рельефный изнаночный. Все. Теперь, чтобы у нас по рисунку сохранилась вот эта косичка выпуклая, нам нужно будет провязать не за саму косичку столбики сейчас, а за перемычку, за косичкой. Если вдруг кто не знает, про какую перемычку я говорю, вот сейчас показываю. Просто провяжу воздушные петли. Вот у нас с лицевой стороны косичка, а с другой стороны у нас вот такая перемычка. То есть здесь косичка, а тут вот эта штучка. Вот в нее здесь сзади мы сейчас провяжем 2 столбика, и между ними будет также 1 воздушная петля. Итак, накид. Нет, чтобы вам было удобней искать эту перемычку, вот она, наша воздушная петля. Вы крючком можете ее здесь подвытянуть немножко, эту перемычку. Вот. Все, крючок прям протащите, чтобы она пошире была. Все, вот она, эта перемычка. Вот здесь у нас остается косичка, вот она. И эта перемычка. Все, далее. Накид. Самое главное, первый столбик провязать. И прям в нее мы ее раздербанили. Столбик провязали. Все. Далее 1 воздушная петля. И еще 1 столбик с одним накидом сюда же. Все, то есть здесь у нас по рисунку сохранится косичка. Далее накид на крючок. Вокруг следующего столбика также рельефный изнаночный. Вокруг следующего рельефный изнаночный с одним накидом. Все, так далее. Поехали вязать до конца. Вот. То есть здесь у нас по рисунку также остается эта косичка. Вот она идет. Все. Таким образом вяжем ряд до конца. Итак, вот я провязал 22 ряд до конца, выполнил последний столбик. И теперь соединяемся во вторую воздушную петлю подъема, которая у нас была как бы за первый столбик считалась. Все. Далее приступаем к 23 ряду. Выполняем 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок. Пропускаем следующие 2 столбика и в третий выполняем столбик с одним накидом. То есть здесь мы вяжем нашу вот эту филейную сетку. Далее 2 воздушные, накид, пропускаем 2, в третий вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные, накид на крючок, пропустили 2, в третий вяжем столбик с одним накидом. Все. Таким образом продолжаем вязать до угла. Как провязывать угол, я вернусь и покажу. Итак, вот я подошел практически к углу. Передо мной осталось как раз 2 столбика. То есть здесь вот я вязал, пропуская по 2 столбика везде. И по 2 воздушные петли между нашими столбиками. Так, я выполняю 2 воздушные петли, накид на крючок. По рисунку все так же мы пропускаем, получается, наши 2 следующие столбика. И в арку одной воздушной петли мы вяжем столбик с одним накидом, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, накид, и сюда же, в эту же арку одной воздушной петли, еще 1 столбик вяжем. Таким образом, вот мы сформировали угол. Далее по рисунку 2 воздушные, накид,
Пропускаем наши следующие 2 столбика и в третий по счету вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные, накид. Пропустили следующие 2, в третий по счету столбик с одним накидом, 2 воздушные. Все. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, вот я провязал 23 ряд до конца, выполнил последний столбик, 2 воздушные петли, и у меня вот здесь как раз остается 2 столбика по рисунку, которые мы пропускаем. Так, теперь считаем третью петлю, 1, 2, вот она третья, в нее соединяемся соединительной петлей. Все, приступаем к 24 ряду. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в этот же столбик. Далее сразу в следующую арку вяжем 2 столбика без накида. Далее столбик без накида в следующий столбик. 2 столбика в арку. Столбик в столбик. 2 столбика в арку. И таким образом продолжаем вязать до угла. 2 столбика в арку, столбик, столбик. Все, как провязываем угол, я вернусь и покажу. Итак, вот я дошел до угла, передо мной столбик. Выполняем также столбик без накидов, столбик. И сразу в следующую арку из 5 воздушных петель выполняем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Все, далее столбик в столбик, 2 столбика в арку. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, вот я провязал 24 ряд до конца, выполнил последние 2 столбика без накида в арку. И теперь с первым столбиком соединяемся соединительной петлей. Так, теперь давайте на этом этапе вместе с вами сейчас посчитаем, сколько ячеек у нас получилось. Вот считаю вместе с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. И по другой стороне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, 24, все правильно. Вы тоже сейчас пересчитайте, потому что я тоже, когда вязал еще, когда только пробовал образцы всякие там вязал, я где-то случайно провязал, а точнее один столбик пропустил где-то без накида. Или наоборот, там лишний провязал. Ну, бывает всякое, я уже не помню, что там было. В общем, факт в том, что у меня потом вот эти ячейки не сошлись. И все, это либо распускать все, либо что-то придумывать, но это уже другая история. Поэтому вы сейчас пересчитайте, должно быть 24, 24. Все, а мы сейчас приступаем к 25 ряду. 25 ряд у нас будет такой же, как и 23, то есть мы сейчас вяжем вот эти вот ячейки. Выполняем 5 воздушных петель подъема, 3, 4, 5, которые нам заменяют первый столбик и 2 воздушные петли, накид. Пропускаем вот эти 2 столбика, которые у нас были в арке, и в следующий столбик, который у нас был в столбик, получается, в него выполняем столбик с одним накидом. Вот. Далее 2 воздушные и опять столбик в следующий столбик, который у нас был в столбик. То есть все столбики, которые у нас были в арках, мы их пропускаем. Все, и таким образом вяжем до угла. Я покажу, как мы провязываем угол. В принципе, точно так же, как и в 23 ряду, но лишний раз я все равно покажу. Итак, вот я провязал до угла, провязал столбик в столбик. Передо мной 5 столбиков без накида, которые были в арках. Теперь выполняем 2 воздушные петли, накид на крючок. По рисунку также пропускаем 2 столбика без накида, и в третий, он же у нас получается средний из этих 5. В этот третий столбик мы выполняем столбик с одним накидом,
5 воздушных, 3, 4, 5, накид и еще один столбик с одним накидом сюда же, в этот же столбик. Все, далее вяжем по рисунку. 2 воздушные, пропустили 2 столбика, вот эти наши, и в следующий столбик, который был в столбик, в него вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные, столбик с одним накидом. Все, таким образом вяжем ряд до конца. Итак, я провязал 25 ряд до конца, выполнил последние 2 воздушные петли. У меня остается 2 столбика, которые у нас были в арке. Мы их пропускаем и соединяемся в третью воздушную петлю. Далее приступаем к 26 ряду. 26 ряд у нас будет такой же, как и 24, то есть 1 воздушная петля, столбик без накида сюда же, в этот же столбик. Затем 2 столбика без накида сразу в следующую арку. Затем столбик без накида в столбик, 2 столбика без накида в арку. Столбик в столбик, 2 столбика в арку. Таким образом продолжаем вязать до угла. Итак, вот я довязал до угла, выполнил столбик в столбик. Передо мной арка из 5 воздушных петель. В нее мы также провязываем, как в 24 ряду, 5 столбиков без накида. 3, 4 и 5 столбик. Далее у нас идет столбик в столбик, 2 столбика в арку. И так по рисунку вяжем ряд до конца. Вот я провязал 26 ряд до конца, выполнил последние 2 столбика без накида и с первым столбиком соединяюсь соединительной петлей. Приступаем к 27 ряду, он у нас будет такой же, как и 25. Выполняем 5 воздушных петель подъема, накид на крючок, и вот в следующий столбик выполняем столбик с одним накидом. Ну как в следующий столбик без накида, который был у нас в столбик. А вот эти столбики в арках мы пропускаем. С ними мы не работаем в этом ряду. Опять 2 воздушные и столбик с одним накидом. 2 воздушные, столбик с одним накидом. И по 2 столбика в основании мы вот эти в арках пропускаем. Все, таким образом вяжем до угла. Итак, вот я дошел до угла, провязал столбик в столбик, передо мной 5 столбиков без накида. Здесь мы также выполняем 2 воздушные петли, пропускаем 2 столбика и в третий столбик из 5 выполняем столбик с одним накидом, 5 воздушных, 3, 4, 5 и еще один столбик с одним накидом. Далее у нас по рисунку 2 воздушные, эти 2 столбика оставшиеся мы пропускаем и в столбик без накида, который у нас был в столбик, в него вяжем столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные, пропускаем опять 2 столбика без накида и столбик с одним накидом. Все, ну тут в принципе этот ряд уже знаком. Таким образом вяжем до конца. Итак, я провязал 27 ряд до конца, выполнил 2 воздушные петли. И теперь 1, 2, в третью воздушную петлю подъема я соединяюсь соединительной петлей. Теперь приступаем к 28 ряду. Этот ряд у нас последний во второй схеме. Далее мы уже будем приступать в следующей схеме непосредственно к вывязыванию самой вот этой ажурной каймы. Итак, приступаем к 28 ряду. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик. Здесь у нас то же самое, как вот в этих 2 рядах было. В следующую арку из 2 воздушных петель выполняем 2 столбика без накида. Затем столбик без накида в столбик, 2 столбика в арку. Столбик в столбик, 2 столбика в арку. Таким образом продолжаем вязать до угла.
Итак, вот я провязал до угла, выполнил столбик в столбик, передо мной арка из 5 воздушных петель, и в нее мы также выполняем 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Все, затем у нас идет по рисунку столбик в столбик, 2 столбика в арку. Столбик в столбик. Все таким образом вяжем ряд до конца. Итак, вот я провязал 28 ряд до конца, выполнил последние 2 столбика без накида, и теперь с первым столбиком я соединяюсь соединительной петлей. Все, 28 ряд завершен, и наша вторая схема также завершена. Далее будем приступать к вязанию по третьей схеме. Давайте с вами вместе пересчитаем еще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. И по другой стороне. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Все ровно, все получается. Все, теперь будем приступать к третьей схеме. Если это видео вдохновило вас, было интересным и полезным, я буду очень рад увидеть, что же у вас получилось. Выкладывайте свои работы в Instagram с хэштегом «Вяжу с Дуду». Я этот хэштег просматриваю, лайкаю ваши работы и скриншоты ваших работ буду показывать в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Пишите свои комментарии, мне будет очень приятно почитать. Также подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого, и присоединяйтесь ко мне в Instagram. А с вами был Эд, до скорого.